Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня, друзья, я хочу вместе с вами поразмышлять о загадочной и величественной китайской стене. Это грандиозное сооружение, которое на протяжении веков привлекало внимание исследователей, историков и туристов со всего мира, окружено множеством мифов и предположений. С этой стеной связано огромное количество версий, стесей, домыслов и исторических споров. На протяжении веков, разных эпох и правлений она становилась символом стойкости и силы китайских династий. Однако одновременно с этим она также стала объектом множества дебатов. Одни исследователи настаивают, что бойницы стены ориентированы в сторону юга, тогда как другие с жаром утверждают абсолютно обратное: бойницы, дескать, обращены на север. Чей же аргумент более убедителен и насколько это утверждение обосновано? Сегодня мы попробуем развеять некоторые распространенные мифы, задать вопросы и обратить внимание на малообсуждаемые особенности, которые делают это грандиозное сооружение еще более загадочным и увлекательным для изучения. Подчеркну сразу, что это лишь мои личные наблюдения и предположения. Вы, возможно, не согласитесь с моими выводами, и это совершенно нормально. Каждое мнение имеет право на существование, и я приветствую любую конструктивную критику. Впрочем, не стоит забывать, что и сами популяризаторы истории на YouTube зачастую демонстрируют лишь ту часть стены, которая подтверждает официальную версию. Их видео могут воспроизводить только одну сторону, игнорируя множество других фактов и версий, которые могут значительно изменить наше понимание китайской стены. В их роликах можно заметить фрагменты, где бойницы расположены с обеих сторон или перенесены в ходе многочисленных реконструкций, и это не может не вызывать вопросов. Но тогда возникает вопрос: почему же они обходят внимание другие участки, которые остались нетронутыми реставраторами? Ведь именно там, со стороны севера, стена заметно ниже, а кое-где даже сохранились лестницы, ведущие прямо снаружи. Это вызывает обеспокоенность. Получается, что потенциальный враг мог без особого труда взобраться наверх. К тому же на ряде башен, у которых бойницы действительно обращены в южную сторону, будоражат воображение. И тогда возникает вполне логичный вопрос: как же защитники должны были отражать нападение с севера, если вся система обороны настроена на юг? Однако дело не ограничивается только этим противоречием. Великая стена простирается более чем на 20 тысяч километров и представляет собой сложный комплекс, состоящий из различных отрезков, каждый из которых был возведен в разные времена, в различных условиях и по различным причинам. Со временем они неоднократно перестраивались, укреплялись и видоизменялись, что делает анализ ее структуры сложной и многослойной задачей. Поэтому на одном участке можно прийти к выводу, что укрепление возведено против северных кочевников, а на другом, казалось бы, наоборот. Бойницы переносили, ворота укрепляли, а местами и вовсе меняли направление оборонительных элементов, превращая стену в настоящую головоломку для историков, которые пытаются понять ее первоначальную функцию и замысел. Каждый фрагмент стены навевает новые идеи, и порой их противоречия заставляют задумываться о том, кому действительно принадлежит это величественное сооружение. Были ли его строители всегда теми же самыми, или стена надстраивалась новыми поколениями с их собственным пониманием безопасности и защиты? Теперь же я хочу обратить внимание на важную деталь, которая редко обсуждается, но способна изменить наше восприятие стены как исторического объекта. Нижняя фундаментальная часть стены выполнена из материала гораздо более высокого качества, чем ее верхние слои. На это почему-то почти никто не обращает внимания, хотя разница в качестве и прочности заметна невооруженным глазом. Достаточно просто взглянуть на различные фотографии, чтобы обнаружить эту разницу. Нижние блоки массивные, плотно подогнаны. Они выглядят монолитными и крепкими, как будто стены защищают не только от врагов, но и от времени. В то же время верхняя часть, напротив, возведена из кирпича более позднего времени. Состав раствора, которым скреплены эти кирпичи,
отличается по цвету и структуре, что вызывает дополнительные вопросы. Видно, что это результат позднейших реконструкций, особенно активных во времена династии Мин, когда для строительства чаще применялся обожженный кирпич. Но при этом качество обработки явно уступает нижним каменным блокам, что вызывает много споров. Вот подумайте сами. Вы когда-нибудь видели, чтобы древние крепости или замки Европы возводились подобным образом? Обычно их строили с качественным каменным основанием, а сверху устанавливали менее прочные кирпичные надстройки. А здесь же складывается впечатление, что на верхней части просто не хватило камня, и их решили достраивать кирпичом, попросту не заботясь о прочности. Ощущение, что нижний слой строился для защиты, а смысла в верхнем уровне уже не было. Качество самих кирпичей тоже оставляет желать лучшего. Они неровные и быстро крошатся, как будто доставляют дополнительную боль нашим современным взглядам на историю. Именно такие несостыковки заставляют многих исследователей сомневаться в том, что Великая Стена изначально строилась исключительно для обороны. Это очень важно понимать. Временной контекст и политические условия, в которых создавалась данная конструкция, могут сильно изменить наш подход к ее изучению. Возможно, она выполняла еще какие-то функции, от разграничения территорий до демонстрации могущества китайских династий, и все это требует глубокого анализа. Важно не только понимать конкретные случаи использования стены, но и осознавать, как этот грандиозный проект менялся под воздействием различных факторов. Однако об этом, пожалуй, стоит поговорить отдельно, потому что эта тема поистине обширная и требует детального изучения, чтобы рассмотреть все аспекты, связанные с ее созданием и дальнейшей историей. В отдельных местах Великая Стена полностью сложена из кирпича, и это сразу наводит на мысль о том, что к моменту ее реставрации древняя постройка дошла до потомков в весьма плачевном состоянии. На некоторых участках стена потеряла свою первоначальную форму и прочность, и многое было разрушено почти до основания. Это требует к себе внимания, так как строителям приходилось возводить новые фрагменты на пустом месте, что фактически создавало новый объект вместо восстановления старого. Это поднимает еще больше вопросов о том, какая была истинная цель постройки и как она воспринималась нашими предками. Интересно ли то, что в процессе восстановления стены мы можем вновь и вновь наблюдать, как она трансформировалась и как ее восприятие менялось с течением времени, вновь ставя под сомнение ее историческую ценность и реальную роль в китайской культуре. Особенно интересные мысли приходят после знакомства с трудами выдающегося историка Льва Гумилева, который рассматривал не просто факты, а саму суть истории и ее развитие. Он поднимал вопрос, действительно ли мы имеем дело с классическим фортификационным сооружением. Можно ли с уверенностью утверждать, что его построили именно те, кому приписывает официальная история? Возможно, это сооружение строилось совсем для других задач и было переосмыслено позже. А может быть, мы наблюдаем результат позднейших реконструкций, кирпичную надстройку, частично восстановленные участки, которые в итоге назвали Великой Китайской стеной и покрыли слоем мифов и легенд. Гумилев указывал, что в свое время высота стены достигала около 10 метров, а через каждые 60-100 метров поднимались сторожевые башни. Это созданное впечатление лишь подчеркивает всю сложность изучения этого объекта и необходимость более тщательного подхода к его исследованию. Однако после завершения работ вскрылся парадокс. Все вооруженные силы Поднебесной оказались недостаточными, чтобы обеспечить полноценную защиту на столь огромной линии обороны. Подумайте сами, если на каждую башню выделить небольшой гарнизон, противник мог бы легко уничтожить его до того, как ближайшие соседи успеют прийти на помощь, ведь завтрашний день может принести новые угрозы. Если же размещать на башнях более крупные отряды, то между ними образовывались бы значительные промежутки, через которые неприятель имел возможность незаметно просочиться вглубь страны, и в подобных условиях даже лучшие стратегии защиты могли оказаться бесполезными. Таким образом, возникает логичный вопрос, насколько действительно оборонительным было это сооружение?
И не служила ли стена прежде всего символом силы и могущества империи, а не просто практическим барьером против нашествий? Этот момент требует отдельного обсуждения, поскольку он затрагивает основные аспекты военной стратегии и культурной идентичности Китая. Крепость без гарнизона буквально перестает быть крепостью. И вот здесь возникает главный парадокс. Выходит, что китайцы якобы столетиями возводили колоссальное сооружение, не задумываясь о том, как его защитить, и сколько тысяч воинов потребуется для обороны почти 9000 километров стены. А если брать во внимание неофициальные данные, то протяженность всей линии превышает 21 тысячу километров. Представьте себе, удерживать столь гигантский рубеж практически невозможно даже для огромной армии. Это заставляет задуматься о том, кто смог бы фактически защищать такую грандиозную конструкцию. Зададимся простым вопросом. Была ли эта затея вообще рентабельной? Существуют ли исторические примеры, когда подобные проекты обходились в разы дешевле при больших значимых результатах? Думаю, ответ напрашивается сам собой, но и его стоит обсудить более подробно. Существует версия, что Великая Стена вовсе не является плодом трудов китайцев II века до нашей эры и изначально не имела оборонительного предназначения. Как интересная альтернативная точка зрения, куда логичнее предположить, что ее первоначальная функция могла быть совершенно иной. Возможно, она служила для охраны от северных племен, проявляя экономические интересы или войну за территорию. Некоторые исследователи выдвигают гипотезу, что стена — это, по сути, древняя транспортная артерия, своеобразная дорога, которая облегчала передвижение по пересеченной местности и служила для контроля за движением. А вот уже позже, когда китайцы столкнулись с полуразрушенными останками, они начали активно восстанавливать их, достраивая верхние участки кирпичом и создавая иллюзию оборонительной линии, общая стоимость которой могла превышать бюджет нескольких империй. В итоге история была переписана, и труд поколений чуждых строителей приписали себе, а сам объект окрестили Великой Китайской стеной, в то время как ее настоящая история, возможно, скрыта под слоем мифологии. Но тогда остается главный и пока без ответа вопрос: кто же на самом деле воздвиг это грандиозное сооружение? Какая цивилизация обладала достаточными ресурсами и технологиями, чтобы реализовать подобный проект в глубокой древности, когда каждый кирпич имел свое значение и значение каждой постройки в контексте целой культуры? В следующих выпусках мы обязательно продолжим рассуждать на эту тему и рассмотрим версии, которые могут пролить свет на загадку происхождения стены. А с вами был канал «Фантомная история». Пишите, что думаете об этом в комментариях. Не забудьте подписаться на наш канал, если вы еще не подписаны, и поддержать видео лайком. Мы обязательно продолжим наше исследование и надеемся на ваше активное участие в обсуждении. До новых встреч!